Однажды в Италии случилось преступление. Из тех, про которые сложно понять, почему, зачем, как такое вообще возможно. Из тех, что противоречат не только природе человеческой, но даже природе животных. Тех, что не должны бы случаться никогда и нигде, и все же случаются. И, увы, не однажды, и не только в Италии. Но даже среди этих страшных, невозможных к пониманию преступлений есть уникальные, особенно страшные, совершенно непонятные. В этом видео речь пойдет об одном из таких. Вот уже 10 лет, как в деле Вероники Панарелло расставлены все точки, и вот уже 10 лет каждый, кто знакомится с ним, остается в недоумении. Почему? Известны все обстоятельства, проверены все подозреваемые, написаны мотивировки, наказаны виновные. Но на вопрос «почему это случилось?» по-прежнему нет ответа. Вы тоже можете поискать его хотя бы для себя, ну а всю необходимую для этого информацию я постараюсь вам дать. Однажды в Италии. Эта история началась 1 ноября 1988 года в небольшом городке Санта-Круче-Камерино на Сицилии, когда в одной семье родилась девочка, которую назвали Вероника. Девочка была своеобразной. Семья тоже не идеальная, 4 детей от разных отцов в случае по меркам Сицилии неординарной. Но все же не настолько, чтобы растущий в такой семье ребенок пытался выпрыгнуть из окна детсада. Звучит, конечно, ужасно, особенно если поставить себя на место родителей, и если не знать, сколько еще выдающихся эпизодов случится с этой девочкой. Она пила отбеливатель из-за ссоры со школьными подружками и при этом не пострадала. Из опасений, что мать бросит семью, она пыталась повеситься, но из петли ее достали неизвестно кем вызванные полицейские. Она рассказывала о попытках изнасилования и похищения, но ни одна из этих историй не подтверждалась фактами. Конечно, с доказательствами при таких покушениях всегда не густо, но не многовато ли неприятностей для одной только юной жительницы очень тихого маленького городка. Родственники Вероники говорят прямо, у девочки с детства паранойя, она всегда была жестокой и склонной к насилию. Обычно в таких случаях принято винить родителей, но не будем забывать, что у Вероники есть братья и сестры, за которыми никогда ничего подобного не водилось. Итальянцы называют это пекара нера – черная овца в белом стаде. Кто бы ни был в этом виноват, а белой овцой в родной семье Вероника себя точно не чувствовала. Она говорила... В этом видео Вероника говорила будет повторяться очень часто, потому что далеко не все ее слова можно принимать за чистую монету. Но совсем без них, правдивых или нет, картинка тоже получилась бы искаженной. Итак, Вероника говорила. Говорила, что рождена от любовника. Говорила, что мать как-то проболталась, будто она никогда не хотела, чтобы Вероника родилась. Говорила, что когда родители разъехались, мать ее бросила. А вот сестра Антонелла говорила, что все это вранье, и что это Вероника бросила мать, да и всю семью, с которой никогда не ладила. Бросила, и сама еще несовершеннолетняя отправилась жить к будущему мужу. Кстати, история замужества для Италии тоже совсем нетипичная. Когда Вероника познакомилась с Давидо, ей было 16, ему 19. И это была любовь с первого взгляда, по крайней мере для него. Давида потрясли голубые глаза Вероники. Что ж, цветные контактные линзы потрясут кого угодно. Вторым потрясением стала история девушки. С первой же встречи она начинает выкладывать о себе всю подноготную. О трудном детстве, несчастливой судьбе, сложных отношениях с родителями и в семье. Рассказ попадает точно в цель. Давида как раз из тех парней, которые легко покупаются на хороших девочек в беде. А всего через 3 месяца знакомства несовершеннолетняя Вероника заявляет любимому, что хочет родить от него ребенка и построить семью. Родители пытаются притормозить столь бурное развитие событий, но безуспешно. И вот, с точки зрения итальянцев, у практически малых детей рождается свой ребенок, Лорис Андреа. Спокойный, молчаливый, улыбчивый, не ребенок, мечта. Через 4 года второй сын Диего. Какая из Вероники получилась мать, судить сложно. Вроде бы даже не совсем мать. К детям она относится скорее как подружка или сестра, хоть и старшая, но не намного. С другой стороны, вся ее жизнь принадлежит дому и детям. Да, ничем другим она не занимается, но в ее возрасте посвятить себя семье способна не каждая.
И хотя Вероника сама эту жизнь выбрала, не факт, что ей, совсем еще девчонке, так уж нравится полное погружение в быт. К тому же Давиде, водителя-дальнобойщика, никогда не бывает дома, и вся нагрузка и ответственность лежит на ней одной. Отношение к Веронике как к человеку в городке тоже двойственное. С одной стороны, вроде ничего плохого особо не скажешь. С другой, старших не уважает, конфликтует и с родителями, и со свекрами. Да и насчет морального облика есть сомнения. Свечку, конечно, никто не держал, но всезнающие соседи давно сбились со счета любовников вечной соломенной вдовы. А потом случилась беда. 29 ноября 2014 года старший сын 8-летний Лорис не вышел из школы. Плачущая Вероника рассказала, что, как всегда, утром привезла его на занятия, высадила у школьных ворот, а когда приехала забирать, мальчика там не оказалось. И вот тут начинаются странности. Не найдя сына у школы, мать сообщила в полицию и заявила, что ребенок должен быть у бабушки. При этом сама она связываться с бабушкой не пыталась. О том, что Лорис пропал, мать Вероники узнала из соцсетей. Сразу же кинулась звонить дочери, и прямо во время этого звонка к ней в дом вломилась полиция. Она и сообщила женщине, что мальчик, оказывается, должен быть у нее. Чему та несказанно удивилась, ведь никогда раньше внук в ее доме не бывал. Также из соцсетей об исчезновении Лориса узнали и все остальные родственники, включая отца. А впрочем, странности эти легко объяснить. Мать в панике могла что-то напутать, да и на общение с роднёй в такой момент может попросту не найтись ни сил, ни времени. Санта-Кроче-Камерино – тихий городок, здесь никогда не случалось ничего подобного, так что поиски начинаются немедленно и очень активно. Полиция, пожарные, кинологи, волонтеры. Прочесыванием местности заняты все. Версий только две. Первая – озорник забил на школу и отправился гулять по окрестностям. И это было бы прекрасно, потому что второй и единственный альтернативный вариант – ребенок похищен. Мать боится худшего и свои опасения высказывает по телефону отцу. За несколько дней до исчезновения они встретили ребят-мигрантов, которые приставали к ним и угрожали. Папа, который в это время, как обычно, в дальней командировке, бросает все. Оставляет фуру в ближайшем порту и летит домой. Но едва приземлившись и включив телефон, обнаруживает на Фейсбуке новость. Найдено тело. Охотник по имени Орацио Фидоне, услышавший по телевизору сообщение о пропаже, тоже вышел на поиски и заметил труп ребенка под мостом через канаву. Орацио стал первым подозреваемым, которого проверили следователи, его дом обыскивали, а самого допрашивали, но, на его счастье, у мужчины оказалось алиби. При первичном осмотре тела мальчика серьезных следов насилия обнаружено не было, только несколько синяков и царапин, по которым не очень понятно, образовались они при жизни или уже после смерти. Но была еще одна, крайне неприятная деталь. Брюки ребенка оказались спущены, а трусики под ними отсутствовали. Потом детальная экспертиза установит, что повреждения образовались в результате падения с моста перед самой смертью. Но ее причиной было не падение, а удушение. И никаких сексуальных действий в отношении ребенка ни при жизни, ни после смерти не было. На родителей, которых привезли на опознание тела, было страшно смотреть. Отец больше похож на привидение, мать бьется в истерике. Это состояние длилось долго. Она отказывалась от еды и вставала с постели лишь для того, чтобы выйти на балкон и крикнуть собравшимся принести соболезнования людям, чтобы они шли прочь. А потом Вероника заявила мужу, что они немедленно должны сделать нового ребенка. Для этого им следует отправиться в отпуск и лучше всего на круизном лайнере. При этом и полицейским, и всем остальным Вероника может сказать только одно. Тем злополучным утром она отвезла ребенка в школу, проследила, чтобы он туда вошел. В первом варианте рассказа с расстояния в 500 метров, во втором с 50. И больше сына не видела. И вроде все логично. А количество метров в таком состоянии легко перепутать. Только ни родственники, ни знакомые почему-то Веронике не верят. Учителя сына, пришедшие принести соболезнования, тоже получили свой повод для сомнений. Вдруг, посреди разговоров о том, какой Лорис был мальчик и как все сочувствуют Веронике, та вручила преподавательницам сына хомуты. Строительные стяжки, те, которые можно затянуть, но затянув уже нельзя ослабить, а только разрезать.
Вручила со словами, что вот, было велено принести в класс для урока. Классные дамы оторопели, и не только от неуместности жеста. Никакого урока с хомутами не планировалось, в класс вообще никогда не допускаются опасные предметы, а эти стяжки как раз к таковым относятся. Может, конечно, дело не в бдительности педагогов, а в том, что они испугались как бы не получить за эти треклятые хомуты и на свою голову, но только сразу от Вероники они отправились в полицию. И очень хорошо, что отправились. Оказалось, что след на шее ребенка не просто похож на след пластиковой стяжки. Он точно совпадает именно с теми стяжками, которыми бредила Вероника. Та же ширина, та же ребристость, та же форма глазка. Странно, конечно, что Вероника вообще о них заговорила, да еще в такой момент. Но, может, подсознание так сработало. Упал взгляд на хомут, которым была прикручена к кроватке плюшевая игрушка. Вспомнила, что положила их сыну в рюкзак. Мелькнула мысль, что оттуда преступник и мог достать показавшийся удобным инструмент. Рюкзак, кстати, так никогда и не нашли. Хотя вывоз мусора из города был заблокирован на 3 дня, пока не проверили все баки. В общем, количество совпадений и странностей начинает настораживать исследователей тоже. К матери присматриваются все более пристально, а присмотревшись, замечать другие подозрительные вещи. Например, что мусор сеньора Панарелла в то утро выбрасывала в бак, который расположен ближе всего не от ее дома и даже не от школы, куда она отвезла ребенка, а от места, где было найдено тело. В городке Санта-Кроче-Камерино очень много камер видеонаблюдения, больше 40 установленных полицией, несчетное количество частных. Записи за несколько последних дней были собраны и отсмотрены со всех, так что перемещение отследили чуть ли не по каждому жителю. И самым странным оказался маршрут самой Вероники. То есть не то чтобы очень уж странным, просто совсем не таким, который описывала она. Хотя, конечно, трудно ожидать точного обозначения поворотов от матери, которая только что потеряла ребенка, но дело даже не в поворотах. По камерам получается, что в школу она в то утро вообще не ездила. Тогда полицейские предлагают Веронике попытаться вспомнить все вместе с ними. Офицер, сопровождавший ее на этом маршруте, рассказал потом, что именно в тот момент, когда женщина вместо поворота налево, заснятого камерой, твердо сказала, что поехала прямо, у него мурашки пошли по спине, он понял, что она ничего не путает. Она намеренно врет, и не просто врет, а заметает следы. Дальше больше, несмотря на низкое разрешение камеры, установленной рядом с домом Вероники, удалось разглядеть, что Лорис в тот день вообще не был в школе. Он вышел из дома, сел вместе с матерью и братом в машину, но сразу же выскочил из нее и вернулся домой. Вероника же отвезла младшего сына в игровой зал, тоже вернулась домой, припарковалась не как всегда перед домом, хотя там было место, а почему-то в гараже, а примерно через 40 минут опять выехала и покатила на курсы кулинарного мастерства. При этом, как и когда из дома вышел Лорис, ни на одной камере видно не было. Получалось, что, вернувшись с места школы домой, своими ногами он оттуда уже никогда не выходил. Все по тем же камерам было установлено, что утром Вероника подъезжала к дороге, ведущей на старую мельницу, где нашли тело ребенка. Въехала в зону, где камер нет, а потом вернулась, проведя на месте на 6 минут дольше, чем должна была бы из расчета скорости. Понятно, что при наличии такого букета по поводу матери у следователей появились, мягко говоря, подозрения. И 8 декабря, на 10-й день после обнаружения тела, Веронику забрали в полицию, а после многочасового допроса арестовали. Впрочем, сеньоре плевать на улики. Она насмерть стоит на том, что утром 29 ноября она отвезла сына в школу и больше его не видела. Точка. Ей плевать, что там засняли камеры, из дома выходят не они. Возвращается туда не Лорис. А что никто не видел его в то утро с матерью у школы – случайность. Так проходят долгие месяцы. Сказками Вероника кормит не только следователей, но и тех, кто приходит ее навестить. Девушка – большая любительница детективов и true crime шоу. Она прекрасно знает, что все ее разговоры прослушиваются. Тогда сыщики пробуют зайти с другой стороны. Они предлагают несчастной матери съездить на могилу к сыну в надежде, что уж там-то она наконец покается. Но эта дама не глупее их. Она догадалась, что на могиле тоже установлены прослушки,
И вместо того, чтобы просить у сына прощения, она исполняет целый концерт с рефреном «Клянусь, что я найду твоих убийц». А потом вдруг меняет версию. На свидании с мужем Вероника, явно зная, что этот разговор записывается, рассказывает, что да, теперь она вспомнила. В тот день Лорис действительно остался дома, потому что не хотел идти в школу. Она отвезла младшего в игротеку, а когда вернулась, старшего уже не было. На логичный вопрос недоумевающего мужа, почему она не побежала в полицию немедленно, арестантка отвечала просто. Память вернулась только местами. Здесь я могу объяснить, а здесь не могу. Такими кусками память будет возвращаться к Веронике еще долго. Следующим всплыло, куда она выбросила школьный рюкзак Лориса. Никогда выбросила ни зачем, а только куда. И то приблизительно. Ее вывезли на место, но это не помогло, рюкзак так и не нашли, и чтобы 2 раза не гонять конвой, решили прокатиться еще и туда, где было обнаружено тело. И вот тут Вероника выдает очередной номер своей сольной программы, который войдет во все телешоу под названием «Признание». На самом деле, кроме того, что она монстр и заслуживает пожизненного заключения, сеньора призналась только в том, что выбросила тело в канаву. На вопрос, зачем она это сделала, она не ответила и в убийстве не созналась. Следователи попытались ее дожать, повезли вспоминать домой. Здесь их ждет 2-е отделение спектакля, где Вероника бродит по квартире, открывает шкафы и двери, даже имитирует свои разговоры с сыном и, наконец, захлебываясь рыданиями, рассказывает новую версию. Лорис остался дома. Он играл в своей комнате, а мама занималась стиркой. Когда она вошла проверить, как там сын, то увидела его на полу. И только подняв, обнаружила, что он нацепил на шею хомут и не дышит. Она попыталась содрать хомут или хотя бы ослабить, но не знала, что его можно только разрезать. Думала, все дело в длинных ногтях, и это из-за них она не может его подцепить. В общем, она только оцарапала шею ребенка и сильнее затянула удавку. Тогда Вероника побежала за ножницами, срезала хомуты, но было поздно. Она пробовала набрать номер скорой, но от нервов тряслись руки, и она не смогла, а потом поняла, что ей никто не поверит, и решила просто избавиться от тела. Версия хоть и жуткая, мать отвернулась, ребенок погиб, но, в общем, вполне себе правдоподобная. Ну, была бы правдоподобной, если бы не кое-какие «но». Во-первых, нет объяснения тому, почему, вопреки обыкновению, Вероника припарковала машину не перед домом, а в гараже, ведь всего через полчаса ей нужно было выезжать на курсы кулинарии. Во-вторых, если она так сильно испугалась, что не смогла набрать номер скорой, то как она смогла поучаствовать в этих курсах, оставаясь настолько спокойной, что никто ничего даже не заметил? Следователи совсем уже было приготовились к очередному признанию. Чему-то вроде хомут был надет в наказание. Или в дурацкой игре, или по глупости. На худой конец в образовательных целях, чтобы показать, чем могут закончиться такие игры. Надет на шею, случайно слишком сильно затянулся, его не успели вовремя снять. Но Вероника смогла их удивить. В следующей версии ребенка душил ее свекор Андреа. Потому что у них с Вероникой были отношения, Лорис о них узнал и угрожал рассказать. Ему надели хомут на руки, тут позвонил папа Лориса, Вероника вышла в кухню, а когда вернулась, Андреа душил мальчика. USB-кабелем. Да, именно кабелем. Нет, не хомутом. То, что такие следы на коже может оставить круглый кабель, а не плоская стяжка, эксперты отрицают категорически. Зачем Веронике потребовалось добавлять эту деталь, лишающую историю правдоподобности, одному богу известно. Может, так четко нарисовала себе картинку, что сама в нее поверила, может, просто в раж вошла. Людям без синдрома патологической лжи трудно понять, зачем. Но это далеко не единственный эпизод бессмысленного вранья сеньоры, и разбираться в нем вряд ли есть смысл, так что вернемся к существенным подробностям ее интерпретации. «Я попыталась его остановить», — продолжает с надрывом Вероника, — «но сил не хватило. И тогда она помогла избавиться от тела. А что же еще делать в такой ситуации? Ну а раньше молчала, потому что боялась, что злобный свекр убьет и 2-го ребенка. Логично же. Вряд ли после бесконечной лжи кто-то верил ее россказням, но все же Андреа арестовали и допросили. Тот, естественно, все отрицал, ну а главное, у него было алиби.
Его выпустили, но Вероника стояла насмерть, душил свекор, она только выбрасывала тело. Официально эта версия считается последней, с нее переменчивая дама уже не сходила. И даже после вынесения приговора в выступлении на бис орала, что убьет свекра, когда выйдет. Но на самом деле есть еще один вариант истории, тот, который Вероника рассказала сокамерницам. В ней Лорис разозлил ее тем, что не захотел пойти в школу. Вероника надела ему в наказание хомут на запястье, потом вышла ненадолго, а когда вернулась, обнаружила, что Лорис удавился другим хомутом. Ну а на свекра поклеп она возвела, чтобы отомстить мужу, который редко навещал ее в тюрьме и недостаточно поддерживал. Тоже вполне себе версия. Надел ребенок со связанными руками на шею стяжку. Вставил кончик в крошечный глазок и затянул. Да неудачно. И почему в нее никто не верит? Дело Вероники Панарелло с ее согласия рассматривалось в упрощенном порядке. В Италии это значит, что подсудимый соглашается с предъявленными ему обвинениями, отказывается предоставлять доказательства в свою защиту, а за это максимум возможного наказания уменьшается на треть, а вместо пожизненного срока дают только 30 лет. Адвокат запросил для Вероники заключение психиатрической экспертизы о ее вменяемости. И, бывают же совпадения, поведение дамы вдруг резко изменилось. Причем психиатрам хитрая гастролерша концертов не давала. Видимо, опасаясь разоблачения, зато на не столь искушенных в симуляциях душевных расстройств полицейских отрывалась по полной. Пела песни, курила несуществующие сигареты, летала на стуле. Ну да хоть не на метле. Впечатление перформанса Вероники не произвели ни на кого. Психиатры в заключении наградили актрису самыми разными эпитетами. Материнские чувства отсутствуют полностью. Нет ни малейшего признака искреннего раскаяния. Нет ни чувства вины, никакой бы то ни было эмоциональной вовлеченности в происшедшее. Крайний эгоцентризм, ярко выраженные нарциссические и истрионные черты, изощренный манипулятор. Самым мягким определением было дисгармоничная личность. А вот заветного «не способна понимать свои действия и контролировать их», увы, не было. Личность может и дисгармоничная, но вменяемая, и способная нести наказание. Вероника получила 30 лет, то есть максимально возможный при упрощенном рассмотрении дела срок. В решении судья отметил все. Состряпанные подсудимой фальшивые алиби, многочисленные противоречивые версии, попытки обвинить других, беспринципность и клевета, повторяемая в ледяной форме и без колебаний, в том числе перед судьей. Достаточно причин, чтобы не верить ни единому слову Вероники Панарелло. Картинка же, нарисованная судом на основании заключений экспертов и данных следствия, оказалась простой и страшной. Вероника утром вывела детей из дома, старший не захотел идти в школу и вернулся в дом. Она отвезла младшего в игротеку, вернулась домой, задушила старшего хомутом, вывезла тело и выбросила его. Несмотря на то, что Вероника так и не призналась в убийстве, то, что это ее работа, ни у кого не вызывает сомнений. И, казалось бы, в этом деле все просто, но не бывает убийства без причин, как не бывает решений суда, где эта причина не названа. В деле Вероники Панарелло судья посчитал установленным, что никакой преднамеренности не было, и мысль об убийстве возникла у матери только утром 29 ноября в результате ссоры с сыном. Злой умысел родился из-за отказа ребенка пойти в школу. Вероника была под воздействием неконтролируемого импульса, в состоянии мгновенного крайнего возбуждения. Она быстро выполнила жестокое действие, завершив его с беспощадной холодностью и в то же время с большой аккуратностью. Несомненно, суд тщательно изучил все материалы дела, и раз он пришел к таким выводам, значит, на то были основания. И все же, почему Вероника убила ребенка? Может ли необходимая для этого степень злости позволить человеку сохранить хладнокровность? Может ли крайне возбужденный человек аккуратно вдеть язычок строительной стяжки в маленький зазор ее окошка, особенно когда она надета на шею его ребенка? И возможно ли сразу после этого отправиться на кулинарные курсы, чтобы твердой рукой нарезать и шинковать, оставаясь настолько спокойным, что никто ничего не заметил? И даже если согласиться с тем, что главным мотивом убийства была злость, все равно остается вопрос, откуда она взялась? Почему Моника, мать благополучного семейства, была настолько разъярена? Детоубийство – преступление, которое противоречит не только природе человека, но и биологии животных.
И все же они случаются, и нередко. Психологи говорят, что причиной этого становится то, что женщина чувствует себя не в состоянии следовать тому образу идеальной матери, который ей навязывает общество. Психологи говорят, матери, которые убивают своих детей, всегда глубоко одиноки. Психологи говорят, это комплекс Медеи. Поступая так, женщина мстит отцу этих детей, а иногда всей семье и всему, что эту семью воплощает. Психологи Вероники именно так объясняют ее отречение от собственных родителей. Отказ общаться с мужем, поклеп на свекра. Что ж, с одной стороны, очень похоже на правду. Но с другой, почему тогда только один из сыновей? Второму Диего Вероника и не собиралась причинять никакого вреда. Есть предположение, что 8-летний Лорис вошел в стадию непослушания и именно этим выбесил мать. Но неужели за то время, что она отвозила младшего в игровой зал, она хоть немножко не пришла в себя? А что если Вероника вовсе не была в гневе, когда убивала сына? Что если она собиралась не мстить за невнимание, а получить его сполна? Ведь во всех эпизодах своего вранья она ведет себя так, будто стоит на сцене в свете прожекторов. Что если ей надоело быть просто хорошей матерью и захотелось побыть в роли матери несчастной? Матери жертвы маньяка-педофила, и для этого она и инсценировала похищение по всем законам True Crime, которые обожала. Зачем-то же она сняла с ребенка белье и приспустила брюки. Действие, которое, кстати, так никогда и не захотела объяснить. А ведь, похоже, только в эту безумную версию укладываются спокойные расчеты хладнокровия, с которыми Вероника проделала все процедуры. Только так можно объяснить ее аккуратность и осторожность в выборе слов в моменты, когда она изображает глубокое отчаяние. И только полным безразличием объясняется, что никогда ни в рыданиях, ни при спокойном разговоре она не вспоминала о своем втором ребенке, оставшемся в живых. Суд лишил Веронику Панарелло родительских прав на младшего сына Диего Стиваля. В отличие от своего приговора, против этого решения она не возражала. Однажды в Италии